Игровики-то да-да-дам. Мы все еще на планете Proteus 2, Сол 7. Основная миссия — выжить. И попутно разбираемся, что и как здесь у нас поменялось. Значит, во-первых, я наконец-то разобрался вот с этим верстаком. Он модернизирован был, и состоит он теперь из двух частей. Вот основная Workbench. И вот здесь есть что-то наподобие ремонтировать. Где-то вот здесь. О, Repair объект. Теперь мы можем, закинув сюда любой наш инструментец, все это дело починить. Ну, хорошо же. По мне так вообще замечательно. Так, ну а мы движем дальше. Между прочим, здесь же еще в печке сделал апгрейд ее, и теперь она работает от аккумулятора, во-первых. Во-вторых, она собирает нам метан. Вот тут прикручен какой-то коллектор. И в перспективе с помощью ее теперь можно будет делать воду. И еще одно важное ее умение: мы теперь можем делать вот такой вот berry juice. Да, вот он есть в инвентаре здесь. И является, по сути, аналогом воды. То есть проблема с водой, в принципе, в какой-то степени у нас решена. Я хотел немножко пересмотреть, что здесь лишнее. Поджарим, наверное, кусочек этот мяса. И еще теперь мы можем делать вот такие замечательные отбивные стейки. Вот так вот все теперь у нас круто. Заживем новой жизнью. Да. И я предлагаю выдвинуться навстречу приключениям. Ну, естественно, добавилось ящичков, потому что хранить вот это вот все безобразие где-то нам очень надо. Появился какой-то прибор, радар-сканер. Пока еще не понимаю, как он работает. Что-то попробовал. Нифигашеньки он не показывает. И меня тревожит самое основное. У нас... кстати, с картой ее можно приближать и отдалять. Плюс и минус. Вот так это работает. Но ресурсы она все равно какие-то выборочные показывает, только медиум. И меня тревожит то, что у нас до сих пор, сколько уже прошло, нет ни одной миссии. Но вполне возможно, что дальше по мере прохождения нам что-нибудь по этому поводу придумают. Так, нужно скинуть куда-то. Нет, вот этот бочонок я сделал специально. В него, оказывается, можно собирать газы. И мы по пути где-нибудь попробуем это сделать. Так, в принципе, у нас все под контролем. Единственное, мы немножечко добавим здоровья. И помчимся навстречу новым приключениям. Ага, помчимся. Вот эта буря, она дырявит нам скафандр. Видимо, вот эти камушки, которые отлетают. Спасение есть. Спасение есть не только в хижине. Можно вот встать за какое-нибудь препятствие для нее, и вся эта чепуха, она как бы пролетает мимо нас. А если выйдем, то неизбежно продырявит нам костюм. И еще тут по инструментам, значит, посмотрел по крепости их. И вот оказывается, вот эта вот кирка, Крабскайт называется, вот она дамажит от 5 до 25 и твердость, и все у нее в порядке. Я так понимаю, что теперь именно ей я буду сражаться с инопланетными тварями. Вот. Как-то так. Блин, ну вот давай заканчивайся уже, буря. Нам надо мчаться в путь. Да, потихоньку все-таки разбирается вот эта вот база. Какие-то ресурсы нужны. Но мы так не договаривались. Вполне возможно, что впоследствии в будущем будет какой-то укрепленный скафандр. Но пока его нет. И, да, в принципе, можно и чего мы тут
Продырявить, так продырявить. Заклеим. У нас изолента есть с собой. И есть из чего эту изоленту сделать. Вот здесь, как всегда, спавнятся краб-монстр. Вот не вижу я его сейчас. Видимо, ему тоже не нравится песчаная буря на Протеусе. В поисках чего-нибудь интересного. Слушайте, он так четко вообще добывает, между прочим. Вот сюда уже опасно выходить, точно прилетит. Вон он, кстати. А ему не важно, что тут буря. Но я хоть опробовал эту кирку. Это что? Алюминий. А вот алюминий она не берет, зато берет вот это. Ну и в принципе-то предполагал использовать ее для битв. В основном. Алюминий нам пригодится. Слово пригодится прицепилось, да. Ну, на самом-то деле так и есть. Нам же это все нужно будет. Сплавы мы из чего делать-то будем? Алюмишки еще. Но сейчас цель не такая. Цель найти какие-нибудь разрушенные постройки. Там наверняка будут сундуки. А в сундуках наверняка будет много полезных ресурсов. Или не будет. Это не точно. Но в любом случае, раз уж отправились на поиски, то постараемся что-то интересное найти. Кстати, вот впереди какой-то зеленый газ. И я хотел попробовать добыть его вот в эту емкость, в эту канистру металлическую. Ага. Иди сюда. На тебе и проверим эту кирку. Оп. Ага. Бойся. Разок он все-таки меня достал. Так, мясо нужно. Здесь из вот этих тварей, как я и говорил, добывается из каждой его части, пока не утопнет в землю. Одним инструментом добывается мясо. Если возьмем другой, то будем добывать другой ресурс. Между прочим, вот это крабовое мясо. Есть два вида мяса. Краб мясо. Вот это алиен. А есть краб. Его вот в еду не очень, и оно пока нигде невозможно его приготовить. И что с ним делать? Ну, возможно, был смысл собирать с краба кожу. Ну да ладно. Где? Где еще? Вот это нога. Ну, в принципе, не поздно и переключить на сбор кожи. Вот мы видим, кожа добавилась. И что-то мы еще где-то не дособирали. Вот здесь. По всей вероятности, да. Вот теперь он полностью разделан и уходит под грунт. Исчезает, пропадает. Так, экстракт. Как здесь мы поступим? Я так думаю, что нужно нам... Вот этот еще инструмент, кстати, нигде не задействовал. Для чего он нужен, тоже пока непонятно. Если мы попробуем газ хлорин. Слушайте, ну она набирается. Она набирается, и она полная хлорина. Это здорово. Прячем в рюкзачок. И почему вот я спрятал в рюкзак, и она остается? Надо переключаться. Это вот проблема игр раннего доступа. Одна из проблем. Так, здесь какие-то уже пустоши. Надо вернуться к чему-то обитаемому. Шикардосные виды присутствуют здесь, да. Заберемся повыше, пока еще не стемнело, может увидим что-нибудь интересное. Вот на эту горочку. Тадамс. Ай, вот эти вот прыжки. Надо вовремя, я думаю, подрубать. Так, вон там... Опа! Опачки. Парам-пам-пам. И что же это у нас такое?
А, так это подожди. Это место, где приземлилась наша капсула. Да, здесь мы все знаем, все видели. Пойдем вот так вот понад краем. Я, в принципе, сейчас на данный момент ориентируюсь на карту, и вот смысла идти вот в эти пустые места, ну, пока не вижу. Вряд ли там что-то есть интересное. Давай. Давай сразимся. Дамаш его. Ух, злится как. Так, и нам здесь с него, в принципе, нужна кожа. Уже много где пригождается. Поэтому снимаем ее всю без остатка. Готово. С каждой конечности, с каждой части этого монстра. Так, все, не все. Где еще? Где-то еще есть. Это, конечно, за пару они тут придумали так делать. Но, с другой стороны, может, в этом какой-то смысл и будет дальше. Вот здесь еще. Каждую часть где-то что-то не дособрал. А оставлять-то неохота. И вот где я не собрал, очень интересно самому бы узнать. Вроде всего ж разделал, да? Пишет, что нет. Ладно, мы не будем запариваться, может очередной какой-то баг. А мы тут на него будем тратить время. Мы вернулись в лес, кровавый лес. Здесь, кстати, есть сера. Да, для кого-то этот ресурс важен. Я пока еще не знаю, где его применить. Но как бы, если что, то он вот он. Прекрасно добывается. И прогуляемся здесь. Пошел дождь. И сейчас у нас возможны просадки по FPS. Ну, в принципе, я и для этого счетчик FPS и вывел в угол. Будем мониторить эти все вещи. И писать разработчикам: почините. Но они там занимаются, они в принципе выпускают на экспериментальную версию какие-то обновления, причем они их выпускают очень часто, получается. Они сидят на месте, сложа руки, и допиливают игру, чтобы это все было кайфовее игралось. Так, опять ты. На. Вот как-то с ним, что ли, так надо действовать. Вот так вот. Ага, получил контрудар. Вот, наверное, первый раз получилось так, чтобы не получить для себя ущерба обычно. Тоже много не бывает. Обычно все заканчивается по-другому. Он нападает, и в какой-то момент все равно меня тырцнет. И если ему везет, то он даже скафандр может проколоть, и потом надо клеиться, и не очень это все приятно. Вот. Надо какую-то разработать тактику воевать с ним. А вот здесь вот где-то в башке. Ну где? Вот прикалываются разрабы. Вот это вот невероятно, добыть все из него. Где что не добыть? Уже и перевернул его. Ну, о, где-то вот выделяется, но попасть на это место, ну, практически невозможно. О, где? Вот здесь. Попасть в это место практически невозможно. Все, все. Да наконец-то умотали мы его. Так вот видим по стеклу скафандра прям капли стекают. Все это очень здорово и очень красиво выглядит.
Вот когда появляется в кадре вот эта фиолетовая трава, то здесь уже напрягается все железо в компе. И местами не вывозит, местами падает до 20. Но, надеюсь, сейчас этого не произойдет. Ты что, тунгстен? О, что-то. Мы его добыть не можем, у него твердость 7,5. У нас нет еще таких инструментов, чтобы добывать ресурсы твердостью 7,5. Поэтому движем дальше. Ух ты ж наш тебе. И чудовище здесь. Мы что-то нашли интересное. Наконец-то. Это какая-то разрушенная чья-то база. База тех, кто был здесь до нас. Вот этому как-то я в прошлый раз под брюхо подползал, и он прекрасно урабатывался. Где второй? Сюда его. Дайте мне 2 таких. У них много мяса. Добываем. Но мясо мы другим инструментом будем. Потом в еду нам все это годится. Так, и я вижу, что нам, кстати, надо не пропускать эти вещи. Он просит у нас покушать. Вот этот кусочек, кстати, уже добавляет поболее нам столбик еды. Вот здесь доработать напильником. Я к чему 34 в еду, да еще и плюс 5 в здоровье. То есть, в принципе, вот те обугленные уже смысла делать нет, а перейти на эти стейки и употреблять в пищу, соответственно, их. Да. А для того, чтобы их делать, нам нужно мясо. Без мяса делов не будет. Поработаем тут немножечко мясником. Ну не оставлять же это все здесь. Потом специально куда-то придется идти. И обшарим сейчас всю эту заброшенную базу. И где-то я вижу еще один. Ты тоже хочешь, да? Ну давай. Попробуем. Да, с ними, наверное, все-таки тактика будет вот как-то так действовать. Как-то оно с ними как-то лучше получается. Топором не очень. И вот с одного тела нам столько навыпадало. Унести бы это все теперь. Да, из головы немало. Ага, никто тут нам больше не угрожает, а то мы тут на расслабоне. Так, здесь все с задницы. С задницы что-нибудь собирается. С задницы нет. Где-то осталось. Одна нога вот еще. Все. Все. Второй. А второй просто сам исчез, да? Так, и смотрим, что мы здесь, чем поживимся. Оп. Разбитый экран. Пылесосим пока все. Пока нам нужно абсолютно все. Не перебираем. Потом разберемся, может будем перебирать. Что-то нам не нужно, что-то... Ну, кто это? От кого это такая тень упала? Тут еще кто-то, походу, и летает. Так, здесь вот этот еще ящик, насколько я понял. Хилочки металл. Все в дело. Что еще мы здесь можем найти? Когда нам уже дадут какое-нибудь оружие? Вот вопрос. Чтобы пиу-пиу-пиу. Вот так вот делать. Ни в одном ящике ничего подобного. О, там! Ха-ха-ха-ха! Тыц, 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 тыц. Это ствол. Вот это уже поинтереснее теперь будет. Только проговорил. Навыпрашивал, как говорится. Ох ты, на тебе, яблоки, какая-то почва. Ладно, некогда объяснять, собирай все. Собирай все, игровик. Этот мы уже? Этот вроде да. Ну ладно, что, будем считать, что здесь мы все обшарили. И набрали еще какого-то газа.
Это неплохо. Очень даже здорово. Можем немножко попить. О, berry juice. Как раз таки. У меня, между прочим, здесь тоже есть berry juice. Попью сам. Напою игровичка. Делается он из двух видов плодов. Вот этих и пустой бутылки. Печки. Отлично подходит с заменителем водички. Так, куда двинем? Где мы не были еще? Это что за ресурс? Тин! Тин, слушайте, тин вот нам точно где-то очень был нужен. И что у нас? Ага, место еще есть. Забираем однозначно. Как-то бы вот неплохо эти места помечать. Где находятся базы и такие минералы. Тин прям вот для чего-то прям нужен был. Я еще думал, где тебя искать. Там впереди нам предстоит ближайшее это построить кузницу. Но что-то там на нее столько всего нужно. Сейчас будем разбираться. Вернемся на базу. И будем разбираться. Между прочим, вот это долобье, оно почему-то не расходуется при добыче минералов. То ли это баг какой-то, то ли оно у меня прям... То ли прочность, или я какой-то навык прокачал. О, кстати, по навыкам. По навыкам здесь же постоянно нужно что-то делать. Очков 35-40. Еще непонятно у меня лично, почему мы так быстро прокачиваем персонажа. То есть у нас, в принципе, мы не так давно начали прохождение, а уже ветки-то все позаполнены. Хавербот. Здоровье. Это что-то такое. А, у нас очков мало. У нас есть только на вот эти вещи. На оружие. Ган. Да. Хочу. Дайте 2. Что еще? Пока все. О, здорово. Как-то нелогично. Вроде должно быть, чтобы по прохождению там как-то они давались и очень сложно. А мы, получается, еще в самом начале на старте, а у нас уже там эти все ветки попрокачаны. Не знаю, почему так. Вполне возможно, пофиксят и исправят. И в релизе уже будет что-то как-то по-другому это выглядеть. Так, главное не перегрузиться. Игровик, не утруждай себя. 98 и 112. В принципе, возьмем еще этого минерала. Его где-то в другом месте сложно будет найти. И двинем на базу придумывать какие-нибудь новые постройки. Я так думаю, блин, с двух сторон меня пытаются. Вот это вот. Не хочу я с тобой больше сражаться. Хватит на сегодня. Что по базе? Идем в сторону базы. Да, в принципе, хижина отмечена. И у нас отмечен еще вот здесь. А, ну это, наверное, он и отмечен. Вот смотрите, да. Как-то они начали отмечаться. Еще хотел попробовать, может быть, что-то вот с этим радаром нам поможет. Вот, допустим, берем в руки минералы. Ага. А, ну вот что-то он на карте появляется, кстати. Только как-то оно странно появляется. То появляется, то нет. В общем, не знаю, как-то он криво работает. То ли я чего-то не догоняю. Кто знает, можете в комментариях потом под роликом написать мне, мол, игровик, ты что-то не догоняешь. Либо... Вот еще играя в такие раннего доступа игры, не всегда понятно, то ли это какой-то баг, то ли так нужно и чего-то не догоняешь. В общем, такое добавляется элемент неизвестности. Рок. Камни. Камней у нас валом. А вот тин нам точно нужен. Это что? Рок. Камни. Просто камни, просто камни. Но в них, между прочим, тоже может чего-нибудь выпасть. А вон наверху что-то, по-моему, интересное, да?
что-то наверху. Погнали, посмотрим. Проверим, обследуем. Пока еще день. И нам позволительно, в принципе, совершать такие вылазки. Ну, это, походу, тоже какой-то ресурс. Я надеюсь, не просто камни. Да, блин, просто камни. Ага. Ух ты. Что это там? Что это там такое? Опять же газ. Вот там вот что-то еще блестит. Скелеты каких-то существ, созданий. Мы далеко вообще? Да, 385 метров до дома. Ладно, пошаримся здесь. А вот еще какая-то база. Смотрите, смотрите-ка. Блин, а у нас вот плохо, что инвентарь уже почти забит. С куполом. Все как положено. Вот это номер. Да здесь какая-то техника есть. Прикольно. Зацените-ка. Вот это я понимаю. Вот это... Ровер. Так. Нет, так нам не пойдет. Включим свет. Я, наверное, под это дело сделаю скрин для превьюшечки. Вот. Интересное место. И такое все вроде как целенькое. Да? Обследуем. Ящичек. Дай нам что-нибудь хорошего. Сегодня прям прогрессович. Мы нашли пушку. Мы нашли 2 базы. Ровер. Какие-то панели. Прям таки очень офигенно это все выглядит. Координаты 2,1. Минус 5,7. Слушайте, безумная мысль, конечно, но может быть на нем как-то можно прокатиться. Я точно знаю, что роверы здесь будут, но конкретно вот этот похоже, что на приколе. Хотя фары его светятся. Странно. Ну, очень необычное место. Я не был здесь ни разу еще. Поэтому даже не знаю, как и что тут придумывать. Подождите, мы были только в одной части. Так, у нас есть направо-налево. Погнали, все обследуем, все обшарим. Стоп, вот это в купол какой? Стеклянный. А, вот стеклянный. Да. Это кто? Да ну на. Слушайте, ему совсем здесь плоховато, по-моему. Но он никак не выделяется. Это просто труп. Вода пригодится. Обязательно бы надо запомнить эту базу. Здесь мы ящик точно собирали. Что дальше? А вот здесь нет. О, батарейка и проводочки. Все это в хозяйстве сыграет определенно важную роль при крафте чего-нибудь нужного и полезного. Так, здесь что? Бочки. Непонятно с чем. Слушайте, вот как по мне, я бы вообще бы... Серебро. Я бы вообще бы здесь обустроил базу при таком раскладе. А знаете что? А давайте мы попробуем сделать хитрый ход и поставить здесь хижину. И она, по идее-то, будет отмечаться на карте координатами. 7 металла. Нет. 2 из 4. Блин, а у нас ни на что не хватает 7 металла. А можем мы что-то здесь разобрать и, соответственно, добыть металл? Ага. Хренушки тебе, да? Так, тогда найти вот эти недостающие части, вот про что я, скелеоподы, и пытаться построить какой-то скелеопод, потому что это место
Обязательно нужно нам пометить, чтобы мы могли сюда возвращаться. И я не увидел, что есть возможность ее, кстати, достроить. Может, нам и не так уж и нужно, но определенно оно здесь неспроста и не зря находится, я так думаю. Ну, теперь-то мы можем построить какой-нибудь курятник здесь. Давай. Но удиви, обрадуй. Да блин. Да, скелеопод. Краб. Давайте крабового. Где вход? Вот как-то так, да? Будешь здесь. Опаньки. Все. Будем считать, что местечко мы здесь застолбили. И он показывает хата 1 и хата 2 соответственно. Еще подписывать бы их можно было. Было бы вообще офигенски. Ну слушайте, у нас прямо этот прогресс прогрессовал. Прогресс. И вон еще какая-то тарелка, ё-моё. Немного ли на сегодня? Ну это все, оно какое-то неактивное. И по-моему это вообще просто... По сути, это декорации. Погнали на тарелку. Единственное, мы перегружены. Уже перегружены. Стоит подумать над тем, чтобы часть вещей скинуть. Но на вот эту тарелочку обязательно бы посмотреть. Очень, очень хочется узнать, что тут такое. Может, ничего и особенного, да? Получается. Все неактивно. Пока я не вижу ничего, чем можно было бы поуправлять. Нет, нет. Нет, ее, по сути, по-моему, даже разобрать-то нельзя. Да. Ну, такие вот дела. Но мы ее заметили. Причем по потемках. Так, мчимся на базу. У нас перегруз. А там уже все ресы скинем. Так, с перегрузом, ну, от слова совсем не кайфово. Поэтому здесь где-то были вот эти ненужные беспонтовые камни. Попробуем их выкинуть. 107. Замечательно. О, и помчим уже более или менее налегке. Ну как налегке, в принципе, под завязку-то загружен. Но это лучше, чем с перегрузом. Так, мимо вот этих костей. Еще и ночью. Ну да. Зато нормальная тема, в принципе. Мы чик и видим, где наша вторая хата. Соответственно, это база. Мы ее теперь уже и не потеряем-то. Вот для чего нужно части этих животных-то собирать. С чем проблема у нас? Нужно поесть. Какой вкусный стейк у нас получился. И мясо теперь у нас валом. По температуре тоже не совсем я понимаю. Вот эти два столбика, они что есть, что их нет. Как-то, в принципе, по барабану. В какой-то момент они красные. Я имею в виду вот это. Вот эта история, я до конца так и не понял, как это все работает. Ну, честно. И решил для себя в какой-то момент просто тупо не обращать на них внимания. Может быть и зря. Но пока этот метод работает. Тупо не обращаешь внимания, и вроде как кажется, что все good, и все у нас офигенски. Тейк Пик Валли — это более уже нам знакомое местечко. Здесь наша вот эта первоначальная построечка. Еще и пыльная буря. Ага, то есть мы пришли вот оттуда. Там наша вторая хата. Все сходится по ресурсам. Почему? Не стакнутые, потому что их валом. Это уже стаки стака. О, пистолет, блин, чуть не забыл. А чё его сразу не попробовал, а? Или оставлю на следующую серию?
будет интереснее. Что еще сюда я складываю? В принципе, все, ничего такого нет. Погнали по другим ящичкам. Сюда. Вот это уже вряд ли стакнется. У них по 50. Это да. Это да. А это что вообще? Alien Hide. А, так это кожа. Ее мы переработаем. Угу. Здесь даже морковка есть. Вот так мы живем. А, там какие-то яблоки еще собирали. А куда, извините, простите, куда вот это теперь-то все девать? В общем, это целая история, по-моему. С раскладыванием предметов. Вот. Я думаю, что вот эту историю с раскладыванием предметов я сделаю за кадром. А ролики буду снимать конкретно про что-то интересное. Вот. На сегодня, в принципе, все. Мы сохраняемся и жду всех на следующую серию. Найдем обязательно и не менее интересные места и придумаем еще что-то новое. И, кстати, там у нас есть пестик. Покажу, как и что с ним взаимодействовать. Все. Совершайте великие поступки и не бойтесь экспериментов.